Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, я очень рада приветствовать вас на своем канале. Хочу по традиции поблагодарить всех, кто оставляет комментарии под моим видео. Такие замечательные, чудесные. Все читаю, все, абсолютно все лайкаю, пока успеваю. Вот. И также за то, что нравится мое видео, за то, что смотрите и лайкаете мои видео. Благодарю тех людей, которые финансируют мой канал. Я точно знаю, точно верю и чувствую, что мои расклады, они ценны, они проигрываются у людей. И уверена, четко знаю, что вам вернется в разы больше. В разы больше. Благодарю, мои дорогие. Давайте посмотрим, какой судьбоносный поворот произойдет в вашей жизни. Вот уже скоро. Что произойдет в вашей жизни в ближайшее время? Какой судьбоносный поворот будет скоро у вас? Что-то резко произойдет, что-то касательно вашего выбора. Вы не могли долго определиться в какой-то ситуации, вы не могли отсечь ненужных людей, но вы сделаете свой выбор, вы найдете будто бы свой путь. Найдете путь в том деле, в котором вы загадали. Может быть, это отношения, либо собственное дело, либо та ситуация, в которой вы сейчас безвыходно находитесь касательно каких-то проблем. Вы отсечете, что-то резкое вот такое вот произойдет. Вы будто вам придется принимать решения очень быстро. Крысы могут обозначать людей, либо ваши сомнения, то, что мешает вам в принятии этого решения. Решение будет очень важным, потому что тут судьбоносный поворот в вашей жизни мы рассматриваем. Какой судьбоносный поворот, будем сейчас спрашивать на картах Кипер. Карта Кипер нам тоже скажут, что это за судьбоносный поворот может быть. Что-то новенькое, совсем новое какое-то движение. Может быть, кстати, касаться каких-то планов. Здесь могут быть ваши мысли присутствовать. Вам нужно будет над чем-то задуматься. По сути, нам еще не говорят касательно чего, значит, это какая-то общая тема. Возможно, партнерство в бизнесе, возможно, домашние дела, возможно, какое-то дело, вплоть до там покупки чего-то, да, что-то особенное, что-то новое, которое входит в вашу жизнь, вам придется принимать решение, вам так и говорят. Так, хорошо. Здесь замешано женское лицо, женщина, по сути, имеющая над вами какое-то преимущество. Она может быть старше вас, она может быть как-то по положению выше вас. То есть это женщина, которая влияет на данное событие очень сильно. Все может решиться во время какой-то встречи. Давайте смотреть дальше. Что это за судьбоносный такой поворот? По сути, нам тут и показали сам поворот, и довольно резкий поворот в вашей жизни. Что это за судьбоносный поворот в вашей жизни? А все меняется в лучшую сторону. Это касательно сферы любви. Сферы любви, в которой присутствовали третьи лица, где вы не понимали, как себя вести, как все пойдет, и вы действительно стояли будто бы на распутье. Что-то для вас было недоступно. Но сейчас будто бы открывается путь в какое-то новое общество совершенно. Вы становитесь видны. Вы становитесь заметны. Если это касательно отношений, вы понимаете, что вы принимаете главную роль в этих отношениях, вы берете на себя какое-то решение и принимаете. Вам дается на это, жизненная энергия, растущая жизненная энергия. Вы примете правильное решение. По сути, оно вам понравится. Итог, да, решения вам понравится, должен понравиться. Что еще здесь говорят? Здесь еще говорят о том, что вы будто бы выходите на свет Божий. Если это отношения, то они начинают быть видны всему, людям окружающим. То есть для вас проясняется какая-то ситуация. Здесь вообще может быть какая-то встреча проиграться, например, в общественном месте. Яркая встреча, любовная встреча.
при которой вы что-то выяснить можете. Это довольно удачное стечение обстоятельств для вас. В разговоре вы проясняете какую-то ситуацию, она для вас закрыта еще. Для вас закрыта. Но по сути это то, что приведет вас в итоге к решению этой проблемы. Либо то, что создает, по сути, эту проблему, потому что вам, для вас открывается какая-то ситуация, и вам нужно принять решение по поводу нее. Семейная карта выпадает. Здесь может быть проигрываться, кстати, расстояние по некоторым моментам с какой-то... с кем-то. Я не говорю сейчас мужчина, женщина. Здесь действительно играет важную роль какая-то отдаленность от информации, от того, от важного для вас события, от важного для вас действия, от важного для вас человека. Он был будто бы закрыт. Либо информация была для вас закрыта какая-то. Очень важная для вас информация. Но скоро грядет прояснение всей этой ситуации. Для вас все станет очень ясно. Это аркан звезды, тоже говорящий нам о том, что далекая перспектива, не сейчас. Для вас будет информация полностью открыта, полностью ясна. Ну и должно разрешиться в вашу пользу. То есть для вас сейчас некая ситуация, она действительно недоступна, закрыта. Человек закрыт, да, какой-то. Либо информация, либо какое-то событие. Для вас еще вот что-то закрыто. А касательно чего это может быть? Давайте как-то точечно еще рассмотрим. Что закрыто? Что закрыто? Покажите, пожалуйста. Что нам хотят такое сказать? Смотрите, вы будто бы выходите из состояния. У кого-то денежная, финансовая была ситуация очень проблемная, у кого-то то, что доставляло вам проблемы. Из проблемной ситуации вы выходите в новое. Проблема может быть не только финансовая. Здесь могут показываться какая-то тяжелая ситуация, по сути, когда не было ресурса любого. Например, вы не понимали, что с человеком происходит. Да? Возможно, были в каком-то неведении. В общем, любая проблемная ситуация здесь может вкладываться, пока нам не показали именно конкретно лиц. Да, пока есть женщина, которая здесь фигурирует, которая старше вас, возможно, либо которая имеет более влиятельное положение, но вы выходите во что-то новое для себя. Вы будто бы меняете себя, вы превращаетесь в ту, которая становится, если это касательно денежной ситуации, вы становитесь богаче, да, то есть вы ищете новый путь, приобретаете какие-то новые для вас перспективы, появляются для вашего роста, и вы пользуетесь этими перспективами, вы, воспользовавшись, приобретаете новый какой-то статус. Так, привилегированная леди. Что здесь может быть? Смотрите, здесь хаос, дом. Говорит о том, что может быть здесь замешана ситуация с переездом, потому что по аистам и далеким нашим звездам здесь может быть действительно ситуация проигрываться с переездом в новый дом. Какая-то ситуация была для вас закрыта. Возможно, это та ситуация, когда вы меняли место жительства, и вам придется решать, что это за место жительства, да, куда переехать и так далее. Давайте смотреть, что нам дальше скажут. Угу. А вы от мужчины можете получить какую-то помощь. Вот какую-то помощь, он будто бы, знаете, как протянет вам руку помощи, и вы поймете, что это будет для вас как утешительный приз, да, по отношению к тому прошлому, да, что вы познали. То есть тут вмешивается мужчина, как-то так внезапно, неожиданное такое вознаграждение. Может, это будет он как сам как подарок. Будем смотреть. Официальный подарок, пожалуйста. Угу. Но здесь какой-то интересный умысел. Интересный умысел идет. Подарок, но с какой-то хитростью. Это не просто так. Здесь какая-то хитрость проигрывается со стороны мужчины. Опять же, при встрече
Возможно, какую-то встречу, это то, что вы ждали, когда давным-давно, очень долго, да, вы понимаете, что хотели бы этой встречи. Да, будет встреча, вам об этом говорят. Это встреча, скорее всего, с мужчиной для женщины. Сразу же показывают, на кого мы гадаем и для кого мы гадаем, да, для женщины, по сути. Женщина, которая была здесь, вот фигурировала, она отходит на задний план, потому что ее вот показали мельком, и все, и нет. Поэтому это, скорее всего, женщина, которая вмешивалась в отношения, как третьи лица. Как третьи лица. Но мужчина тоже непрост. Предлагая что-то официальное для вас, возможно, это вообще, вот тут, знаете, для многих может проиграться как заключение, ну как, официально вступить в брак, в отношения. Но тут какая-то хитрость, уловка. Может, это будет голое предложение, знаете, как вот не подкрепленное ничем. Но есть все-таки какая-то хитрость и подвох. Я бы хотела все-таки перемежевывать эти карты. Для меня они, вы знаете, они очень перекликаются и все равно родные. Даже если этот Ленорман отличается от обычного, они, конечно, родные. Что это за хитрость может быть со стороны мужчины? Покажите нам, пожалуйста, что это за хитрость. И, может быть, вам просто предупреждение? Нет, для вас скоро станет ясная ситуация. Это все-таки новый путь. Какое-то ключевое событие. Вы будто бы откроете новую дверь для себя. Дверь в новое, во что-то новое. Что это новое может быть? Что это новое может быть? Давайте посмотрим. Что это новое может быть? Но все-таки говорят о новом пути. Новом пути. Нас вот так вот по кругу сейчас водят. Смотрите. Новом пути, о котором вы когда-то мечтали. Вот у вас в голове эта мысль была, присутствовала. Но вы почему-то думали, что этот новый путь вам недоступен, что вы как-то обманываете сама себя. По сути, вот эта уловка, это ваша уловка, скорее всего. И вы почему-то подумаете, что предложение мужчины для вас опасно, для вас какое-то неправильное, что нужно с опаской смотреть на это. А по сути, я бы хотела узнать тогда, насколько можно доверять тогда этому предложению, которое поступит в вашу сторону. И что это может быть, да, за предложение? Давайте сначала спросим, насколько можно доверять. Так, насколько можно доверять? И можно ли доверять вообще? Угу. Тут говорят, что да, трудности будут, но это союз. Это союз, который достигнут вашими стараниями. Вот вы старались очень долго для этого. Может быть, ваши старания заключались в просто ничего не делать, но вы все-таки приложили усилия просто быть вот такой, какая вы есть. Это все-таки касательно союза. Касательно союза. Если кто-то смотрит не на отношения, здесь говорят как раз о партнерском союзе. Либо о заключении какой-то сделки, важной для вас, которая откроет какие-то двери. Но здесь именно союз. Союз двух людей, либо какой-то партнерский союз, о котором вы давно мечтали. Так, у меня сын просто там слушает в наушниках. Угу. Смотрите, на дне колоды мужчина, богатый мужчина. Богатый мужчина. Будем смотреть, что это бы значило. Но какие-то трудности будут. Возможно, трудности с заключением каких-то бумаг, договоров. Может, что-то там переоформление чего-то. Связанные какие-то трудности там с переездом. Но этот союз вызывает вот некие трудности. Что это за трудности могут быть? Ну, можем посмотреть, конечно. Но это то, о чем вы планировали когда-то. Планировали бы, мечтали, мысли были об этом. Вы рисовали в своих мечтах. Что это за такие могут быть трудности? Ну, не дай бог, чья-то болезнь. Ну, какая-то обездвиженность. Ага. Внезапная болезнь старой женщины у меня проигрывается. Девочки, это так точечно, если вдруг, да. Но, опять же, здесь может быть обездвиженность этой ситуации благодаря какой-то женщине все-таки, которая вмешивается в это. Вот внезапно она вмешается, и что-то может быть. Почему она вмешивается, это, конечно, наверное, вам будет виднее. Как вы можете этому противостоять? Давайте спросим, как вы можете этому противостоять. И нужно ли вообще противостоять вот этому всему? Как вы можете этому противостоять?
Как вы можете противостоять? А вы знаете, этого, ну как, этого не избежать влияния третьих лиц никогда. Когда, как бы мы ни хотели там уйти от людей, мы живем в социуме, и всегда есть люди, которые влияют, вмешиваются, впутываются, как-то стараются благими намерениями повыстилать нам дорожечку не туда, куда мы хотели бы, да. Но этого не избежать. Главное, не наказывайте себя, а делайте свое дело. Вот на всех парах бегите в свое будущее. По сути, здесь такая замедленная ситуация с этим письмом может быть. То есть, что это нам хотят сказать? Пекитесь о своем будущем. Вот то, что хотели, запланировали, делайте. Да, преграды будут, вам говорят здесь. Преграды. Здесь какая-то суматоха с бумагами может быть вполне. Какая-то суматоха с бумагами. Если это так точечно рассматривать, хотя видите, как у разных людей может быть по-разному, проиграться в разных ситуациях, и по сути это все можно соединить, да, вот данную информацию для того, чтобы принять для себя что-то важное. Пекитесь о своем потомстве, пекитесь о себе, о том вашем пространстве, которое вы создали для себя. То есть наметили, делайте. То есть вам говорят, что на всех парах делайте. Да, с бумагами не пройдет какой-то номер, возможно, но и здесь есть решение. Есть хитрая лисичка, которая может обернуть все в свою пользу. То есть у вас это получится сделать. Вот не беспокойтесь. Как бы нечего беспокоиться, надо делать. Лисичка не беспокоится, она просто тупо делает. Ей нужен петушок, она побежала, съела петушка, принесла детям, накормила детей. Ей нужны деньги, вот точно так же, как лисичка, поступайте. То есть то, что нужно, берите свое, забирайте. Препятствия всегда будут, а горы нужно, преодолевать нужно эти горы. Так, хорошо, давайте посмотрим в заключение итог всего этого. Какой может быть итог всей этой ситуации, вот в вашу пользу или не в вашу пользу, итог данной ситуации. Ну, смотрите, здесь движение будет, Сынулька, чуть тише. Здесь движение будет, здесь, по сути, поездка, путешествие, переезд. Вот то, что запланировали, то и должно проиграться в вашей ситуации. Я смотрю дальше. Итог для вас. Итог для вас. Угу. Смотрите, через осуждение в вашем пространстве вам придется пройти. Ну, не без этого. То есть есть люди, которые все-таки понимают, что, наверное, мы заслуживаем лучше, а у нее получается. Вот не без этого. То есть в вашем пространстве будет такое. Но, опять же, это не так, не нужно судить. Да, мужчина богатый и дом. Девочки, ну не знаю, если это девочки смотрят, пожалуйста, вам богатый мужчина, дом нужно, забирайте. Вот, скриншотик в телефон, вполне возможно. Итог для вас. Да, здесь какая-то проблема с бумагами может быть. Деньгами, бумагами, тут такое что-то может проигрываться. Итог для вас. Мужчина, дом, отлично. То есть, по сути, в вашем пространстве появляется мужчина, который предлагает вам либо переезд, либо сам переезжает в вашу местность, да, в вашу территорию. Но здесь совместное проживание, здесь дом. Здесь действительно то, что вам по праву суждено, то, что вам нужно. Тут вообще может проигрываться ситуация, когда есть человек, который влияет на эти процессы, и вы, как лицо, которое принимает в свое пространство еще дополнительную какую-то недвижимость. Тут вот так может проиграться. По суду, намеченную для вас. То есть вы выигрываете, вы становитесь вот этим лицом, которое в выигрыше. Итог для вас. Карта влюбленная все-таки. Итог самый замечательный. То есть все решается полюбовно, все решается в вашу пользу. Вселенная вас любит, она дает вам какое-то благо, и вы принимаете это благо для себя. Видите, как все хорошо. Как все хорошо. Отчаяние было перевернуто. Вы видели как? Отчаяние оставляйте здесь. Отчаяние вам уже не нужно. Будут перемены сумасшедшие, перемены в вашей жизни. Это то, как раз о чем мы говорили.
Да, вот такой вот расклад. Механизм запущен. Это все идет сейчас, именно как раз работает в вашу сторону. То есть то, что сейчас запустилось, вот Вселенная начинает работать, вы когда-то запланировали, построили какой-то себе воздушный замок, да, а по сути так случилось, что вы настолько четко все увидели, визуализировали, что это начинает проявляться в вашем пространстве. Механизм запущен, говорят вам. И итог – это победа. Девочки, это победа. Победа для вас, победа для тех, кто старался, победа для тех, кто, по сути, решает для себя, что это важно. Сейчас я посмотрю эти арканы, переверну, перетасую еще раз. Вы, принимая для себя вот происходящее, да, понимаете, что вы победили какую-то ситуацию. Я все карты забрала. Да. Победили какую-то ситуацию для себя. Вы в победителях. Для вас бьют пушки, палят, да, вы тот самый человек, который вот в этой ситуации выиграл. Вы в выигрыше. Так вам говорят. Так, ну что ж, мои дорогие, мне было приятно с вами сейчас поговорить, обсудить вот эту тему очень интересную. И пускай самое лучшее проиграется из этого расклада, вам придет, забирайте. Я буду прощаться с вами. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.